Привет, друзья! Очень рада вас видеть после некоторого перерыва. Мы продолжаем заниматься интерьерным вязанием, в частности мозаикой, мозаичным вязанием крючком. Сегодня я хочу с вами поговорить вот о такой подушке. Вы наверняка ее видели у меня уже в Инстаграм, и вот я вам хочу ее показать поподробнее. Для начала давайте поговорим про пряжу, крючок, и потом уже перейдем к технике. Эта подушка у меня экспериментальная, я ее вязала из пряжи Дундага. Если вы не знакомы с пряжей Дундага, можно погуглить. Это такая пряжа не для слабонервных, как я ее называю. Настоящая шерсть, вся из себя очень натуральная, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть мы за то, что работаем с нитью натурального качества, прекрасного, видим потрясающие цветовые переходы, но мы получаем немножко колючее полотно, к этому надо быть готовым. И в нити могут присутствовать иногда небольшие остатки сена и прочего-прочего. Но это все мелочи, если о них знать и быть готовыми. Как я говорила, мы получаем взамен прекрасный результат и очень интересный процесс, и главное цвета. По поводу цвета, если вы присмотритесь, сейчас вы видите только солнечные лучи и больше ничего. Видимо, ничего не увидите. Вот так вот видно. Смотрите, здесь есть действительно переходы цвета. В качестве компаньона к Дундаге я использовала тоже Дундагу, но молочного цвета. То есть фон у меня молочный. А второй цвет, видите, он переходит. Сначала очень темный, практически черный, потом светло-коричневый, потом травяной, и потом переходит в синий. Вот такие получаются красивые фрагменты. А если представить, что это волна, то можно подумать, что это специально так задумано, как будто морская волна переходит от очень темного к бирюзовому. В работе Дундага я довольна. Получившаяся подушка мне, вот видите, я прикладываю, не колется. Кроме того, это не свитер, да, не одежда, поэтому можно нормально реагировать на такую легкую колючесть пряжи. Не рвется, все было хорошо. Это Дундага 6.2. То есть более толстый вариант. Я вязала ее крючком 5,5. По расходу ушло, ну, соответственно, у меня была одна пасма молочного и одна вот второго темного. Я думаю, что ушло примерно по половине пасмы. Вот так я могу сказать. Это подушка размером 35 на 35. Это что касается пряжи и крючка. Теперь давайте поговорим про технику. Это мозаичное вязание крючком. Я думаю, вы с ним уже знакомы. Если не знакомы, напоминаю, что у меня на канале есть много обучающих уроков по мозаичному вязанию, прямо с нуля. То есть мы там изучаем и центровую мозаику, и круговую, и прямую, и все-все-все. Так вот это мозаичное вязание крючком по кругу. То есть оно бесшовное. Видите? Почему я его люблю использовать в подушках? Потому что я не люблю шить, я люблю бесшовные вещи. Соответственно, в подушках это очень удобно делать. То есть я начинаю вязать вот отсюда, набираю цепочку воздушных петель и дальше начинаю ее по кругу обвязывать. А здесь в конце я просто пришиваю кнопки. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот. То есть вот у меня с внутренней стороны пришиты невидимые такие кнопки, металлические. Я люблю металлические, чтобы они не ломались, не отваливались. Они хорошо держатся, я пришиваю их обычными нитками. Обычно 3-4 таких кнопки достаточно. Здесь я поленилась, сделала 3. Все, я вот так вот закрываю, и у меня наволочка получается съемный. Очень удобно. Вот, если вы не хотите, чтобы были вот такие прям здесь отверстия, можно еще пришить еще по паре кнопок, и их тогда не будет. Можно использовать, естественно, еще и пуговицы, но имейте в виду, что пуговицы иногда могут впиваться в спину, если вы подкладываете подушку под спину. Либо, если вы умеете шить и легко себя чувствуете с машинкой, можно сделать здесь, конечно, молнию, и тогда будет совсем прекрасно. Вот такая вот подушка. Теперь про схему и про бесшовное вязание в данном случае. Значит, что можно сказать про схему? Схема непростая. Почему я говорю, что это не для слабонервных подушка? Потому что это не для слабонервных сама схема. Почему? Потому что если вы приглядитесь, то рисунок сдвигается вот так вот. Мало того, что он идет по диагонали, так он еще смещается относительно друг друга, за счет чего получается такое движение. Ну, в этом и смысл этого орнамента, в его движении, потому что он создает такой оптический эффект. В чем сложность? Сложность в том, что раппорта здесь практически нет. То есть он как бы есть, то есть мы видим вот этот повторяющийся мотив, да, вот эти вот завитушки. Но поскольку они сдвигаются, то по вертикали очень сложно его совместить.
При круговой мозаике и вообще при круговом вязании, если мы вяжем жаккард, например, очень важно на стыке, там, где рисунок входит друг в друга, соблюсти его, да, чтобы он четко переходил из одного элемента в другой, чтобы не было видно этого стыка. Здесь, в этой схеме, я с этой задачей не справилась. Сейчас я вам продемонстрирую, как это выглядит. Вот, видите? То есть вот этот шов, по сути, но это не шов, да, а место стыка. То есть я вяжу по кругу там, где у меня заканчивается на одной стороне рисунок и начинается на другой. Я не смогла его совместить таким образом, чтобы он четко входил один в другой. Практически, но не совсем, да. Вот здесь проблема и вот здесь проблема. В принципе, это наша с вами только головная боль, потому что обычному человеку, конечно, это, в общем, плевать с высокой колокольни, что там совмещено, что там не совмещено. Можно выделить раппорт, но он будет слишком большим, что для подушки будет уже не очень удобно. Какой есть вариант? Либо забить и оставить так, то есть вот здесь вот нормально, да, а здесь вот так. Либо есть другой вариант, сейчас я вам его продемонстрирую. Продемонстрирую я вам его на другой подушке. Вы наверняка тоже ее видели, вот такая вот у меня есть подушка. И вот здесь по бокам, видите вот этот вот элемент, есть такая разделительная линия и с одной стороны, и с другой. Зачем она нужна? Она как раз позволяет отделить визуально одну часть подушки от другой. Это значит, что добавив по бокам вот эти вот петли простые, да, мы можем уже не мучиться и не стыковать орнамент. То есть мы можем просто начинать с одной стороны, провязать там, да, сколько нам хватит, сколько нам хочется по длине подушки. Дальше провязать вот эти вот петли разделительные. И другую сторону опять начать сначала. То есть у нас будет самостоятельная одна сторона, самостоятельная другая сторона, и рисунок не будет здесь входить один в другой. Что представляет из себя эта разделительная полоса? Если присмотреться, это просто столбик с накидом, 2 петли, 2 столбика без накида и столбик с накидом. Все, больше ничего. То есть это просто разделительные боковые полоски. Как их применить в нашей вот этой подушке? Я связала небольшой образец, как раз чтобы вам продемонстрировать. Вот. Сейчас мы вот так вот покажем, чтобы солнца не было. То есть вот наш элемент нашего узора, и вот у него вот эта вот боковая линия, видите? То же самое. Что ж такое? Так. Вот. Столбик, 2 столбика без накида и еще один столбик. И то же самое с другой стороны. И тогда вы просто начинаете каждую сторону с одного и того же столбика на схеме. То есть сначала схема провязывает столько столбиков, сколько у вас есть здесь, исходя из ширины желаемой, да, исходя из вашей подушки там, или чехла, или что вы вяжете. Дальше вы вяжете разделительную линию, переходите, и с другой стороны опять продолжаете с первой петли вязать. Тогда у вас будет идентичный рисунок, что с одной стороны, что с другой, и не будет никаких проблем при его соединении, при его укладывании в круг. Схему по этому узору вы найдете в описании к этому видео. Также в описании к этому видео я оставлю ссылку на урок по круговой мозаике. То есть, если вы наткнулись на это видео и не умеете пока вязать вот так вот мозаику по кругу, то там вы найдете в описании к видео урок, где мы как раз изучаем круговую мозаику, как там начинать, да, как вот это донышко вывязывать, дальше как вязать сам мозаичный узор. Вяжите, ссылку на схему я вам оставлю внизу, вы сможете ее распечатать, если вам удобно, или можно вязать с экрана. И будет мне очень интересно, как у вас получится, что вы будете вязать, подушку ли или, может быть, что-нибудь другое. Этот узор вы можете, конечно, вязать и по прямой, то есть это будет красивый плед. Вот, что угодно. Еще сразу отвечу на вопрос, потому что наверняка он будет. Как же рассчитать тогда количество петель, если сложно выделить раппорт? Ну, вот для подушки я делала очень просто. Я шла от подушки, от желаемого размера подушки, а не от узора. То есть я набрала цепочку воздушных петель, приложила ее к подушке, поняла, что мне ее по объему будет достаточно, ну так, да, вот по ширине. Дальше начала ее обвязывать, начала вязать. Узор просто вяжу до конца моей разделительной линии, да, то есть сколько у меня здесь уместилось орнамента, столько у меня и будет. То есть меня раппорт в этом смысле не волнует. Единственное, не забываем, что первая петля у нас должна быть столбиком с накидом, потому что это будет начало разделительной линии. Дальше вяжем орнамент сколько есть, заканчиваем опять столбиком, 2 столбика без накида вяжем, переходим на другую сторону, и то же самое, столбик с накидом, потому что он завершает разделительную линию.
Дальше опять орнамент и заканчиваем столбиком с накидом и 2 петлями без накида, и дальше соединяем. Вот, желаю вам удачи, экспериментируйте с пряжей, потому что на этом рисунке очень хорошо получится разные эффекты цветовые. Если вы будете, например, вязать из дундеги, тоже будет очень интересно посмотреть, какие результаты вы получите. И, как обычно, жду ваших комментариев. Любые вопросы задаем. Будьте здоровы и приятного вязания.